Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, девианты. Сегодня у нас праздник, Анатолий Амелин в студии, и мы будем говорить... А сегодня, кстати, день счастья. Действительно какое-то. И там еще какие-то вещи. Я даже не буду говорить публично, какие. Ну, видишь. Значит, сегодня у нас, как я уже сказал, Амелин, и мы с ним сегодня весь вечер проведем, потому что мы Не договариваясь. Не договариваясь вообще. Нас Масичук не поставила в известность, поэтому оказалось, что мы сегодня еще в 19:00 будем в эфире у Натальи Масичук. Дебатировать. Ну, не знаю, дебатировать или там... Или... Слушай, нам с тобой интереснее дебатировать. Или с кем-то будем дебатировать, но тоже там на этом канале тоже будет идти трансляция на моем, потому что Масичук там делает раздачу, так что мы будем и на моем, и на ее. День Куни тут говорят, Александр Чекмарев. Да, спасибо. Ну, сразу видно, как бы в теме человек в теме, поэтому молодец. Сашко, так мы всегда это знали, но тут это подтвердилось. Вот. Значит, сегодня мы поговорим о мировом порядке Трампа, потому что чем дальше я смотрю на все происходящее, тем больше у меня ощущение такое, что мы имеем дело с цезарианством. Цезарианство – это такое явление, характерное для кризисов демократии, скажем так. Помните, в Древнем Риме была демократия, было такое святое время. И во второй половине первого века до нашей эры там начался кризис, связанный с тем, что все демократические институты начали трещать по швам. В результате сформировался там первый триумвират, второй триумвират во главе с Цезарем, который закончился тем, что демократию упразднили. Цезарь стал императором, правда, ненадолго его чикнули. Это ты рефлексируешь по заставочке к этому эфиру? Да, у нас заставочка такая вот. Обратите внимание. Да, где Трамп сидит на таком императорском кресле. Вот. И стал Октавиан Август, стал, в общем-то, его преемником, который империю и имперские институты создал, как бы там развил. После гражданской войны, правда, в которой он там разгромил своих соперников. И я, собственно говоря, глядя на все это происходящее в Вашингтоне, и чем дальше, тем больше читаю там про всю эту цифровую PayPal мафию и их я могу прокомментировать, влияние. Потому что я сделал, во-первых, анализ детальный. Мандат for Leadership, это мандат for Leadership 2025, это документ, который стал президентской программой Трампа, который он реализует с первого дня своего правления. Интересный момент, этот документ готовил действительно Heritage Foundation, который был профинансирован один из лидеров PayPal мафии Питером Тилем и Венс, который является сегодня правой рукой Трампа, вице-президентом. А две его избирательные кампании, когда он там был молодым политиком, также финансировал Питер Тиль. И один из весомых людей в окружении Трампа сегодня это Илон Маск, тоже представитель той самой PayPal мафии. Таким образом, мы имеем конгломерат условно старых элит американских, выходцем из которых является Трамп, и молодых технопредпринимателей, которые имеют свою повестку, частично прошитую в мандат for Leadership, и которая постепенно начинает реализовываться. И они хотят построить технократическое правительство, где будет минимум государства, больше возможностей для экономики, и там достаточно много есть противоречий, одно из которых... И нет демократии. Да, вот я хотел сказать, что люди также делятся на классы, и простым людям не нужно принимать решение о том, как жить. Это вот я очень мягко подбираю слова тех тезисов, которые эти товарищи говорили. Но возвращаемся к тезису, с которого ты начал. Я, когда был в Вашингтоне, встречался с достаточно влиятельным человеком, и мы обсуждали там Трампа. Говорю, ну подожди, у вас же в Америке есть ветки власти, у вас есть баланс. Говорит, Толик, забудь. Трамп сегодня император. Это человек, который, в принципе, там, лично с ним знакомый. Достаточно глубоко изученный процесс. Я говорю, ну как, у вас демократия, у вас баланс светоклассия. Говорит, нет, он контролирует Сенат, контролирует Конгресс, и политика делается у нас в Твиттере. То есть потом же чиновники бегут, там, догоняют его решение, которое он в Твиттере написал. Вот, в Твиттере получил ответ, и потом это каким-то образом имплементируют. Они сегодня, вот это Доджи, организация Маска, они борются с глубинным государством. Помнишь, мы с тобой не раз обсуждали там печерских старцев, какой-то, условно, у нас когорту людей, которые, независимо от того, кто находится при власти, влияют на эту власть. Вот, и говорят, вы у нас там 20-й, там, 21-й. Так вот, они знают, что именно глубинное государство главный враг трансформации Америки, и они начали зачистки глубинного государства. А вот эти вот массовые увольнения, сокращение финансирования большого количества институций, которых, понятно, было немало
там, демократов, вот, но тем не менее... Да не только демократов, а просто институции. Нет, и демократов тоже. То есть которые... они комбинируют. И в итоге они выбивают почву из-под ног всех, кто пытается хоть как-то противостоять новой повестке, которую вот эта техномафия, PayPal-мафия, то есть можем сейчас с тобой там придумать какой-нибудь термин, будут реализовывать в Америке. Вопрос ключевой, что это за повестка? Как изменится новый мировой порядок? Какую роль будет Америка в нем играть? И на самом деле, если вернуться к Mandate for Leadership, я у себя на Фейсбуке, ты можешь традиционно сбросить ссылочку на Фейсбук, на Телеграм-канал, делал детальный анализ этого документа. Украина там упоминается 25 раз. Ни одного раза в позитивном ключе, только как инструмент решения вопросов с Россией. Россия не враг, согласно этому документу. Главные оппоненты враг — это Китай. И одна из задач, которую себе ставят вот в этом документе его авторы, это оттянуть Россию от Китая. И поэтому обсуждаются сегодня там большие инфраструктурные, энергетические проекты с Россией, для того, чтобы был экономический интерес у России именно быть с Америкой, а не с Китаем. А мы же прекрасно с тобой понимаем, что Россия будет как хорошая теля двух маток сосет. И они с этим справятся и разведут, как они умеют это делать. Вот. А Украина, по сути, является разменной картой, которую сбрасывают, которую можно там пренебречь. Но это было до момента, пока не появилось ресурсное соглашение. Тематика Critical Raw Materials, она появилась в выступлении Зеленского, я так понимаю, в документе, который в том числе отправлялся в Америку, был такой так называемый план перемоги. Детализацию плана я не видел, но 4-й пункт этого плана — это как раз кооперация, коллаборация с глобальными стейкхолдерами, такими как США, по Critical Raw Materials. Два слова расскажу про Critical Raw Materials, просто для аудитории, может быть, кто-то не знает. Это критические материалы, полезные ископаемые, которые находятся под землей, которые могут применяться и которые критически необходимы для сектора Defense Tech, Airspace, Semiconductors, это полупроводники. То есть это природные ресурсы, которые являются необходимой частью для высокотехнологического производства. И сегодня идет большая экономическая, торговая, технологическая война между США и Китаем. Пик технологический сегодня этой войны — это полупроводники. Следующий пик наверняка это будут квантовые компьютеры, но сегодня это полупроводники. И ряд критических материалов, критически необходимых для их производства. Это как минимум галлий Германии, там применяется немножечко титана. Китай является монополистом по поставкам на глобальный рынок галлия. Германия по некоторым позициям занимает 95% рынка. И Америка ограничила экспорт в Китай полупроводников, Китай в ответ ограничил экспорт критических материалов. Таким образом, американская экономика получила сумасшедшие проблемы, а Украина, как ни странно, может быть решением этих проблем, потому что у нас есть галлий Германии и еще минимум там, 24 элемента, критические материалы, среди которых в том числе редкоземельные металлы. На самом деле многие путают, больше говорят про редкоземы, а редкоземы — это часть тех критических минералов, которые есть. Вот. И в данном контексте роль Украины потенциально поменялась, но нас пока все равно рассматривают как ресурсную компоненту, уже и как разменную карту, и как ресурсную компоненту. И здесь мы все равно пока еще далеко от обсуждения, какую модель строит Трамп, но в этой модели уже место Украины какое-то появилось. Мне с утра один подписчик прислал, подписчица, точнее говоря, такой интересный пост американца. Джон Снайдер его зовут. Я вот перевод вам зачитаю. Он небольшой. Давай. Значит, он пишет: вот что нужно знать, чтобы понять, что происходит. Илон Маск и Питер Тиль основали компанию, которая стала PayPal. Другие руководители PayPal продолжали основывать или руководить другими крупными технологическими компаниями, включая YouTube, LinkedIn, и Reddit, Affirm и многие другие фирмы VC. Эта группа стала известна как мафия PayPal, потому что в основном они контролировали Кремниевую долину. Питер Тиль был наставником молодого Джей Ди Венс и помог ему создать свою первую фирму VC. Питер Тиль и мафия PayPal профинансировали успешную кандидатуру Джей Ди Венс в Сенат. И удивительно, почему у него при этом был абсолютно нулевой политический опыт. Тиль и Маск заставили Трампа выбрать Джей Ди Венса вице-президента в обмен на финансирование его президентской кампании. Они трое, плюс многие другие технологические миллиардеры, подписаны на идеологию, называемую темным просвещением, которую поддерживает этот странный, жуткий чувак Кертис Ярвин, известный как Менций Молдбах. Ну, в одном из эфиров, даже в паре эфирах, мы там рассматривали его идеологические постулаты. Посмотрите.
Ярвин проповедует, что СМИ и академические круги представляют собор, который тайно контролирует власть и должен быть демонтирован. Он выступает за корпоративное управление, монархию во главе с генеральным директором-диктатором, говорит, что демократия – это устаревший софт, и он открыто против него. И что госорганы должны быть демонтированы, а США разбить на пэтчворк, контролируемый технологическими олигархами. Что элитные технологические миллиардеры должны править, потому что у них есть интеллект, чтобы исправить ошибки. Что масса жопы слишком тупые, чтобы управлять собой. И стратегия заключается в том, чтобы выпотрошить правительство через вот эту вот институцию Маска, уволить всех сотрудников правительства, чтобы сделать правительство неспособным к работе. Потом заменить правительство частными корпорациями, устранить выборы, потому что они устарели. Использовать отвлечение внимания и хаос, чтобы предотвратить общественное сопротивление. Трамп их полезный инструмент, от которого нужно избавиться, как только они смогут преодолеть контроль. Вот почему Илон носит черную шляпу мага. Они не сторонники Трампа, они дарк мага. Это не гипотетический, а план уже в действии. Маск, Тиль и их сеть активно демонтируют демократические институты. Джей Ди Венс, наследник мага, готов помочь осуществить этот переход. Публика слишком рассеяна, чтобы понять, что происходит. В случае успеха демократия в Америке навсегда будет заменена корпоративным авторитарным государством. Вот такие пироги. И вот просто если смотреть на логику их действий, внешне кажется, что она хаотична, что вот они создают какие-то проблемы, там конфликты с Канадой, с Мексикой, с Европейским Союзом там, и так далее, и так далее. Вот. Но на уровне логики все время задаешь вопросы. Вот упали акции Tesla, да? Ты, если смотрел структуру акционеров Tesla, то увидишь, что там есть такие гиганты, как BlackRock, там, да, и прочее. Конечно. Это у всех крупных американских корпораций они там есть. Да, вопрос. Если происходит падение акций, в результате которого испаряются там сотни миллиардов долларов, то BlackRock и Vanguard и там все остальные ребята, они озабочены были бы такими вещами или нет? Нет. Вот. Объясню даже почему. Давай. Смотри, во-первых, то, что ты зачитал, я точно относится к теории заговора, потому что этому публичного подтверждения нет, но как гипотеза обсуждения того, что планируется, с некоторыми вещами я, наверное, согласен. Я бы предложил сначала отрефлексировать на пост, а потом я расскажу о позиции глобальных фондов. Действительно, если проанализировать ряд заявлений Питера Тиля и там ряда представителей вот этой так называемой PayPal-мафии, я бы не сказал, что они видят господство корпораций. Потому что корпорации, давай так, я делал несколько там текстов в Фейсбуке с глубоким анализом собственников крупнейших американских корпораций. Везде, это вот 5 фондов классических, это BlackRock, Vanguard, State Street, там еще 2 остальных, сейчас сходу не скажу. Меня в первую очередь они заинтересовали, когда начался ковид, и я смотрел, кто контролирует производителей там, условно рекомендуемых лекарств от ковида, котировки которых выросли больше всего, потом же появились вакцины, вот тоже смотрел. И я с удивлением обнаружил, что владельцы этих компаний это одни и те же фонды. Там 6-7 американских фондов владеют крупным пакетом акций. Тут важно добавить одну важную вещь. В Украине мы привыкли, в корпоративном сегменте ты контролируешь бизнес только тогда, когда у тебя контрольный пакет акций, правильно? Американская модель другая. Во-первых, когда у тебя в бизнесе там, сотни тысяч или там, даже миллионы акционеров, далеко не все не принимают участие в управлении компанией. В борде, я боюсь ошибиться, но там тогда, раньше, когда я изучал этот вопрос, если у тебя есть 1,5% акций компании, ты имеешь гарантированное право на место в совете директоров. Таким образом, эти фонды, они владеют там 5%, 2%, 7%. В совокупности ни у кого контрольного пакета акций нет, но через право нахождения в совете директоров они формируют достаточно существенное влияние на политику компании, на стратегию компании, на наращивание капитализации. Вот. Потом мне было интересно посмотреть на хай-тек компании, те, которые сегодня там, триллионные, это Google, Facebook, Apple, Tesla, кто там еще у нас, Nvidia. Опять я увидел те самые фонды. Потом я смотрел Defense Tech, кто владеет американскими частными defense компаниями. Там государственных нет, но опять эти компании, эти фонды. То есть, по большому счету, в руках этих фондов сосредоточена там, вся американская промышленность. Юридически это фонды с друг другом не связаны, кроме одного момента. Естественно, мне стало интересно, а кто владеет этими фондами? И у каждого этого фонда эти же фонды являются соучредителями. То есть, там вот такое вот полностью переплетение. Это уникальная система контроля,
которая позволяет, ну, по большому счету, не имея публичного бенефициара, иметь систему контроля. То есть ты, условно, представитель правления BlackRock, ну, предположим. Ты не владелец компании, но ты представитель правления. Ты влияешь на эту компанию и через там, структуру акционерного капитала влияешь на все остальные компании. Если так собрать руководителей этих фондов, то в совокупности их же кто-то назначает, они же не сами там пришли, они там миноритарные акционеры, если там есть какие-то акции. Вот те люди, которые их назначают, они по большому счету стоят за контролем всей американской экономики. А вернемся к программе Mandate for Leadership, программе ТИЛа и так далее. Им не столько нужно, чтобы управляли корпорации, потому что корпорациями управляют людьми. А у них есть задача минимизировать человеческий фактор и сделать контролируемые процессы с минимальными издержками. Здесь не нужна корпорация. Они уже прямо говорят, инструменты искусственного интеллекта позволяют многие вещи автоматизировать. Убрать неэффективных чиновников, коррупционеров, кого угодно. И это уже работает сегодня. На самом деле, искусственный интеллект применяется практически во всех сферах деятельности. Знаешь, AI делает там видео, AI делает там образ ведущего. Я думаю, там какое-то время пройдет, ты не будешь там строить еще там 3, 4, 5 студию. Нет, так я уже делаю это. У тебя будет виртуальный... У меня уже несколько эфиров, с которыми мой этот клон делал. Отлично, вот видишь, уже ты это делаешь. Тебе не нужно вкладывать в студию, ты вкладываешь просто... Даже денег заработал. Вот, видишь, тебе уже это приносит деньги. А исходя из этого, все, что может быть автоматизировано, будет автоматизировано. И в первую очередь государственное управление. Потому что госуправление – это реализация определенных задач по алгоритмам, заложенным в нормативных документах. Все. И вот техномафия, она хочет реализации именно в такого формата управления. Теперь представим ситуацию. Они владеют технологиями, они инвестируют в технологии, они сегодня владеют в совокупности там, компаниями, управляют компаниями, которые стоят там, триллионы долларов. BlackRock 10,5 триллионов. Ну, это фонд, это стоимость активов. Теперь важный момент. Стоимость активов, ты задал вопрос, там, нервничали ли там BlackRock или кто-то еще, это снижение стоимости акций Tesla. На самом деле в активах фонда, ну там пакет акций не такой большой. Изменение 10-13% там в Tesla. В деньгах. Практика показывает, в долгосрочном инвестировании, а такие фонды, они не входят в спекуляции, они, как правило, входят и держат то же самое, как Уоррен Баффет. Он купил сегодня, там, что он там, Coca-Cola купил, Макдональдс, и он, в принципе, из них не вылазит. Говорит, я инвестирую в то, что я потребляю. Как бы ни были колебания рынков, если компания интересна, она всегда стремится к своим максимумам. Поэтому даже если сегодня там, акции упали, послезавтра они будут стоить обратно тех же денег. Если ты посмотришь более глубоко на бизнес Илона Маска, на все его бизнесы основные, например, SpaceX не был бы тем SpaceX, который есть сегодня, без контрактов Пентагона, без контрактов NASA, без контрактов оборонных фондов, которые, по сути, его подняли. Давали и гранты, и давали контракты. И, по-моему, там третья ракета, которая не упала, после этого проект должен был умереть, но каким-то чудом он выбил контракт на еще один запуск, и запуск был успешным, и все, капитализация взлетела. Тесла. Тесла не была бы той Теслой с той капитализацией, которую имеет. Ну, давай объективно. Вот что в Тесле есть более уникального, чем в BYD китайском, который сегодня крупнейший производитель электрокаров? Понятия не имею. Ну, Тесла на самом деле, ну, можно меня кидать там помидоры, но это холодильник на колесах. То есть, в принципе, это хорошо продуманная конструкция, но там нет ничего уникального, она там не мега какая-то уютная, не мега функциональная. В Америке и в других странах Тесла активно продавалась за счет субсидирования. Я помню, когда я был, это 2016 год, в Калифорнии, захожу в автосалон Тесла, а примерно 30-40% стоимости компенсировал штат. Таким образом, да, изначально стоимость автомобиля была высокая, и за счет государственных, федеральных, там, региональных субсидий эти продажи там продвигались, развивались. Поэтому важную роль в успехе бизнеса там, того же Маска сыграли там, по сути, государственные там, проекты, штаты, их там поддержка. Гигафабрика, которую он строил в Техасе, она также получила большие субсидии от штата. Он между некоторыми штатами выбирал. Ему тут дали налоговые льготы, ему дали большое там, покрытие капитальных издержек на подведение коммуникаций. Он посчитал экономику, построил ТАЛ. Поэтому Америка на самом деле имеет модель, которая позволяет частному активному предпринимателю иметь дополнительные преференции в сравнении с конкуренциями. Возвращаемся к фонду. Акции как упали, так и поднимутся. В принципе, все будет ну, абсолютно нормально и реалистично. Вот. И вернемся давай обратно к PayPal мафии. У тебя как тема эфира? Мировой порядок Трампа. Мировой порядок Трампа.
Мне очень хочется сказать, я, наверное, это скажу, что это мировой порядок не Трампа. Трамп является инструментом нового мирового порядка, который хорошо играют. Он достаточно эмоционален. Мы помним массу его заявлений полностью, которые противоречат друг другу. Условно, в Украине не будет американских военных, но если нужно, мы отправим. В Украине не будет никогда ядерного оружия, но если нужно, мы там тоже дадим. Украина не будет в НАТО, но при некоторых условиях это может быть. То есть его публичное заявление, Зеленского назвал диктатором, он говорит, я не помню, чтобы я такого говорил. Я уже стараюсь очень аккуратно подбирать слова. Я считаю, что политику Трампа, во-первых, определяет этот мандат в лидершип, который он степ-бай-степ реализует. И те люди, которые окружают. Венс является одним из главных агентов вот этой PayPal мафии, технологической мафии, которая должна сделать деконструкт старой системы и построить новую. И вот то, что делает сегодня Трамп, шаг за шагом создает предпосылки для американской рецессии. Я об этом делал даже пост, делал даже такое предварительное экономическое моделирование. Например, мандат for leadership имеет экономическую оценку. Реализация тех программ, которые туда заложены, должны привести к инфляции на уровне 2%, экономический рост между 3 и 4%. Вроде все звучит хорошо. Но торговые войны предусматривают, что не только Америка вводит ограничения. Они же в этот мандат заложили, что Америка создает стимулы для переноса производства из других стран в Америку. А произошла обратная ситуация. Они вводят пошлины, против них вводят пошлины, уменьшается взаимная торговля. Я не вижу очереди инвесторов, которые переносят производство в Америку. Был публично анонсирован проект Intel и 500 миллиардов. Потом это было опротестовано, скасовано. И вот тот хаос, который порождает Трамп, кстати, напоминаю, после чего выросли котировки Rheinmetall немецкого. Когда он сказал, что мы можем дистанционно отключить F-16, условно Хаймарс, еще какую-то технику, и все поняли, ёперный театр. Так американская военная техника, она, конечно, эффективная, она мега дорогая, но она абсолютно не гарантирует безопасность. Вся Европа находилась под американским зонтиком безопасности ядерным, а Америка сегодня показывает, что никакого зонтика нет. Поэтому мне кажется, что мандат for leadership, он в первую очередь нацелен на деконструкт старой экономической модели. Моделирование, которое сделал, показывает, что реализация всех этих планов и ответные меры стран, с которыми Трамп устраивает торговые войны, может привести, что экономика, темпы роста американской экономики к концу 2025 года снизится до 1% или может даже будет близкий к нулю. Я думаю, 0 не будет, но близко к 1%. Уменьшение глобальной торговли приведет к созданию кризисных процессов уже не только в Америке, но и в странах, которые являются торговыми партнерами США. Это европейцы, азиатские страны, Мексика, в том числе и Канада и так далее. Более того, те ограничительные меры, которые они ввели против Канады, они ударили по импорту нефти и нефтепродуктов, потому что Канада является одним из важных регионов по поставке этого сырья. А для американского электората очень важно иметь низкую стоимость галлона нефтепродуктов, бензина или дизеля, кто на чем ездит. И в этом контексте мне кажется, что те экономические проблемы, которые будут созданы реализацией этого мандата, они могут подкосить электоральную поддержку Трампа. И это может привести как раз к замене его на вице-президента до момента проведения выборов. Я не очень понимаю, как происходит это. С Трампа должно что-то произойти в такой конструкции. Смотри. Я устал, я ухожу. То есть это, в принципе, вполне возможный сценарий. Так я же говорю, что с ним должно что-то или что-то происходит. Изначально падение сумасшедшего рейтинга вследствие экономического кризиса, который реализован мандат for leadership, который он реализует. Опять-таки, то, что говорит, это гипотеза. Мы с тобой через год в этой студии, дай бог, сядем, это обсудим. Но кризис в Америке, в самой крупной экономике мира, он запускает эффект домино по другим странам. И поэтому 26-й год с большой долей вероятностью может быть кризис в Европе, в Восточной Азии и, не знаю, может быть в Китае. Кстати, напоминаю, что кризис это является также одним из спусковых крючков, как говорит история, ты у нас историк, для начала войн. Войны это инструменты, в том числе преодоления кризисов. Ну, пока давай про новый миропорядок еще поговорим. Ну, вот смотри, из того, что ты говоришь, вытекает следующее, что Трамп, по сути, является харизматичной приманкой для электората для того, чтобы запустить процессы. То есть, его значит, PayPal, это мафия или как там, организация, назвать ее как хотите. Ну, это неформальное название. Да, они использовали для того, чтобы, или используют для того, чтобы создать необходимую конфигурацию власти. Это пункт первый. Пункт второй.
Значит, раскачка рынков, которая началась, она преследует далеко долгоиграющие цели, выходящие за рамки банальных там колебаний, как бы там, да, из-за работы и заработка там на спекуляциях каких-то. Потому что, ну, я на уровне логики вот просто смотрю, и не только на уровне логики, я там с финансистами общался, что идет активно скупка вот акций крупными игроками. Там, когда начинаются обвалы, то скупают акции как бы крупные игроки. И в этом тоже как бы тот, у кого огромная капитализация, да, тот может себе это позволить. Поэтому идет перераспределение капиталов, да, как бы, и перераспределение активов, которые, ну, на которых стоит там американская экономика. Это еще один тезис. Третий тезис. Там кто-то написал вот только что BlackRock получает прямое финансирование из ФРС. То есть они... Я впервые это слышу, пусть приведут подтверждение, это неправда. Я просто как бы я просто с другой стороны зайду, что есть конфликт как бы вот этой старыми деньгами раньше называли там дворянские деньги, сейчас старыми деньгами называют деньги ФРС, а новые придумывают. Кстати, база для конфликта, одна из которых была, ты, наверное, как историк можешь больше поддержать. В истории США было несколько попыток, когда государство пыталось подмять федеральную резервную систему. Это было в 1860-70 каком-то году. Ну, ФРС появилась вообще в 1913. Смотри, там были федеральные резервные банки, которые потом введили в систему. Первый кризис, который был в Америке, поправь опять-таки по памяти, это когда была Великая депрессия, это был 27-й год или какой? Депрессия 1929. 29-й. В октябре 29-го. В этот период также была очередная попытка получить контроль над ФРС. Многие считают, я, кстати, читал там парочку аналитических отчетов, можно им доверять, можно не доверять, но считается, что одна из причин этой депрессии была стерилизация рынка. ФРС, который финансировал проекты государства через покупку долгов, просто предъявил бумаги к обращению, выкинул на рынок, они обвалились. И это привело к... Или как сегодня там Национальный банк делает, стерилизация денежной массы, на рынке не осталось денег, и это запустило кризисное явление. Это произошло потому, что был в тот период попытка получения государственного контроля над ФРС. Также считается, что одна из причин убийства Кеннеди, видишь, мы какую тему затронули, по-моему, там Трамп собирался раскрыть секрет. Уже выбрал. А кто, кстати? Да там, я вчера смотрел американские как бы комиков, там, политические, которые они вот обстебывают, это реально очень смешно. Вот. И они обстебали, там один из них обстебал, сказал, что Трамп как бы выкинул все то, что раньше 2 года назад выкидывал Байден, только в более беспорядочном как бы это, для того, чтобы народ сидел, эти тысячи страниц листал и узнал там адреса и явки этих федеральных чиновников, там, которые там имели какое-то отношение, как бы чисто нормативное, как бы там не. Короче, так он вот постебался, что типа вот они теперь узнают, что такое как бы публикация личных данных. Вот, ну ничего там нет. Кеннеди также был один из тех президентов, который настаивал на получении государственного контроля над ФРС. Я просто озвучиваю там те факты, которые читал. Facebook, который мы с тобой обсуждали в лифте поднимаясь, ты помнишь, несколько лет назад собирался выпустить цифровую валюту Libra. Вот я сейчас ухожу в теорию заговора. У Facebook, я не знаю сколько сейчас, там, когда я там раньше там, эту тему изучал, было больше 3 миллиардов аккаунтов. У Google тоже примерно 3 миллиарда аккаунтов. А теперь представим себе картинку. Что будет, если Facebook выпускает свою цифровую валюту? У тебя идет монетизация, тебе условно там капают там, не центы, не гривни на счет, а тебе капает Libra, который ты можешь обменять через цифровой кошелек там, на любую валюту, ты можешь там на свою карточку забросить, можешь рассчитаться. А у нас в отсутствии центрального банка появляется распределенная финансовая сеть, которая там, может себя объединять Google, а Facebook. Они в совокупности покрывают львиную долю всех, у кого есть деньги. Ну, то есть, где нет интернета, там, в принципе, не очень интересно. И это заменяет собой существующую федеральную систему. Почему Libra не взлетела? Это был уже пилотный проект, который там проходил тестирование. Его запорол ФРС. Таким образом, я вижу определенную мотивацию владельцев этих компаний разрушить старую систему для того, чтобы построить новую. Опять-таки мы переходим там, к неким гипотезам. Мы их сможем протестировать через время.
Так вот смотри, здесь вот пишет ТРИС, пишет, в 2020 году Федеральная резервная система избрала BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций, ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства. Википедия. Вот. Я так к чему все веду? Смотри, то, что ты... Мы с тобой Википедия – это открытая библиотека, то есть это не только… Я хочу видеть документ, которым было принято решение. Я сейчас погуглю, посмотрю. Смотри, мы просто с тобой о чем сказали, что есть, и в принципе так всегда было, если посмотреть циклы гегемонии, вот мои любимые миросистемщики, как бы, да, то там всегда мы на протяжении там, сотен лет видим базовый конфликт между старым капиталом и новым капиталом. Который... Извини, это конфликт поколений традиционный. Вот. И в данном случае как бы, вот, конфликт между старым капиталом, который как бы завязан на ФРС, и новым капиталом, который завязан на цифру, как бы там на вот эту всю крипту там, и так далее в том числе. Это в данном случае вот это тоже, похоже, имеет место быть. Но с учетом того, что BlackRock молчит и другие ребята молчат, нельзя не исключать, что они просто уже договорились как бы с ними, находятся просто в какая-то Значит, договорились, если... Смотри, это... Ты называешь название брендов фондов, за которыми стоят те люди, которые управляют. Я же тебе привел пример. Менеджмент этих фондов кем-то назначается. Да кем я тебе скажу, господи, это что известно. Открываешь вот BlackRock, я тебе могу зачитать, кто там как бы была. Кто управляет, я знаю. Вот ее основателями стали 8 человек во главе с Лоуренсом Финком, как бы там, да. Вот. То, что они были основателями, это абсолютно не означает, что они контролируют сегодня контрольный пакет голосов. Я к тому, что ты можешь читать публичную статистику, но которая там глобально тебе не раскрывает, кто является реальным бенефициаром. Роберт Капита, вот еще один. Как бы там... это известные фамилии людей, которые были основателями этих институций, но их ли деньги в этом фонде? Они собирают деньги через большое количество людей. Там есть муниципальные деньги, деньги пенсионных фондов и так далее. Я найду сейчас информацию, я посмотрю. Ну, смотри, я просто о другом, как бы там, да, что вот такие компании, которые как бы вот они там, компания была, мы просто уже раз за BlackRock зацепились. Смотри, действительно, была новость 2020 года, Федеральный резерв привлекает BlackRock как агента к покупке облигаций. То есть это не дал бесконечное количество денег, это контракт, который заключается с компанией для выполнения определенной функции. Просто важно там правильно читать. Когда говорят, бесконечно, безлимитно дал, это неправильно. Смотри, давай я мысль хочу закончить. Давай. То есть, опять-таки, это на уровне гипотезы, что идет война старого и нового, конфликт поколений. Да, и в рамках этого часть старого всегда как бы может связывать свою судьбу с новым. Точно так же, как, допустим, часть дворянства, которая была там во Франции, приняла французскую революцию и перешло на сторону как бы революционеров там, и заняла там соответствующую какую-то роль, начала играть в новой этой форме государственности Франции. Вот. Так и здесь. Что идет как бы вот такая большая игра по переформатированию штатов. На выходе формируется цезарийский как бы проект, то, что я явно вижу, вот просто оно. Значит, вот эти смотри. Давай смоделируем дальше с точки зрения истории. Теперь смотри, а я все смоделировал в 2008 году. Теперь смотри, на уровне переформатирование этой системы необходимо, чтобы она была стабильной, вот, и чтобы она дистанцировалась от конфликтов, которые будут в Евразии. И когда ты говоришь о том, что они значит, там ошиблись в чем-то, и пошел отток капитала в Европу, в ту же самую, там, в те же даже ВПКшные компании европейские, то это все пока в краткосрочной перспективе. Попытаемся смоделировать ситуацию в долгосрочной. Смотри, они во что играют? Они говорят Европе, накачивайтесь, потому что мы за вас больше не отвечаем. Обеспечивайте сами свою безопасность. Силовым игрокам там, типа Путина, типа России, они дают карт-бланш на то, чтобы как бы, они играли как бы, в свои игры и возникали как бы, лакуны, слабости, вот, куда можно заходить. Украина сейчас это как бы, такой характерный пример. То есть накрывается, говоря простым языком, стол, вот, на который приглашают всех желающих. Вот. Как было в 30-е годы прошлого века, да, как с Гитлером, со всеми этими автократиями, Муссолини там, и прочими ребятами, японцами. Вот.
И потом начинается конфликт, в ходе которого происходит что? Капитал начинает бежать туда, где спокойно, где тихо. И они что говорят? Они говорят, что мы строим там условно Атлантиду, вот эту вот новую, если вспомнить там то, что Куч говорил, образ хороший, которая находится в Северной Америке там, и контролирует Южную Америку, доктрина Монро и же с ним. Гренландия, как бы Канада, ну, необходимо для того, чтобы были ресурсы и стратегически это все было закрыто, потому что через Северный полюс летят ракеты, и если что, нужно, как бы, чтобы был щит, который перехватывал эти ракеты, расположенные там. Вот. И, собственно говоря, это все делено, два континента отделены большими океанами, и они со стороны могут... Два мира. Они могут со стороны смотреть, как китайцы там со всеми остальными, там, с русскими, с европейцами и прочими и Индиями разбираются между собой. Вот. После того, в тот момент, когда они застабилизировались и начали переход в следующую технологическую эпоху, имея все для этого необходимые ресурсы, потому что на двух Америках достаточно ресурсов для того, чтобы это все обеспечить. Вот. И вот в этой логике, когда начинаешь на это все смотреть, ну, как бы картина начинает играть другими этими красками. Потому что вот еще один интересный момент. Я этот вопрос поднимал тоже в 2008 году в своем докладе «Глобальный суперкризис и риски для Украины». Вот Роман Камыза написал, что в течение следующих 4 лет наступает срок погашения 28 триллионов долларов из 36 триллионов государственного долга. Финансирование текущего дефицита добавит им еще 10 триллионов. Итого 38 триллионов. Очевидно, что США не смогут рефинансировать этот долг, продавая в течение 4 новых лет новые трежеры, тем более, что они тщательно подрывают, новая административно тщательно подрывает доверие к американским юрисдикциям и деньгам. Да, ну как? И более того, Трамп заявил о том, что будет формировать резерв крипте, более того, использовать крипту для обслуживания долгов. Именно. Вот. И если ты озабочен тем, чтобы, значит, твои долги были, ну, нормально обслуживались, то, наверное, ты не будешь бить по Японии, которая является крупнейшим держателем в $1 триллион, больше $1 триллиона в трежерис, как бы там, да. И, соответственно, ты не будешь точно они специально расшатывают ситуацию, да, с пониманием того, что будет дальше. Давайте потому что они понимают, что это будет обрушено. Эта долговая система будет обрушена, поскольку им необходимо в существующей модели... Давайте добавлю, не просто обрушена. Когда она обрушена, ты все равно стоишь, что должен. У меня был кейс, когда работал в госсекторе, и мы там заблокировали одну пирамиду, но сначала они там приходили, показывали там свои какие-то там якобы правильные проекты. Они хотели создать компанию, в которую через активный маркетинг будут привлекать деньги от людей, люди получать будут акции. Они будут за эти деньги якобы покупать какие-то другие компании, капитализация будет расти, они будут ее искусственно там раздувать. Это у меня даже записан разговор где-то с ними там сохранился. А потом говорю, смотрите, ну это же пирамида, вы людей кинете все равно. Да, говорю, ну а как вы же кидаете на бабки, вам пойдут суды. Говорят, какие суды? Это фондовый рынок. Они купили по 10 гривен, осталась на руках акция стоимостью 1 гривня, но акция же осталась, собственности мы не решили. И вот здесь возможна такая же игра. Через расшатывание экономической ситуации, стоимость долга через недоверие к американской юрисдикции, к валюте и так далее может номинально снизиться, то есть это же рынок. Через гиперинфляцию, через вот эти все инфляция, она может снизить нагрузку на текущее обслуживание долга. Через увеличение инфляции, я, кстати, делал даже моделирование, у себя, по-моему, публиковал в Фейсбуке, мандат for leadership, он увеличивает инфляцию до 4%. Не уменьшает, казалось бы, как они пишут, он ее увеличивает. Увеличение инфляции приводит к тому, что доллар обесценивается. Это же инфляция доллара. А долг тоже в долларе. И это означает минимум 3% в год. Вот эта огромная сумма, она теряет стоимости. А там же постоянно рефинанс. То есть ты покупаешь, продаешь и так далее, ты обслуживаешь. Далее, то, что он хотел часть долгов, по сути, конвертировать в крипту. Да. Крипта более волатильна. Соответственно, мы включаем опять-таки там BlackRock, Vanguard, другие фонды. Когда оно на дне, они выкупаются с рынка, потом они делают размещение, цена восстанавливается, опять выкупают. Да. И за счет трейдинга, по сути, это можно как бы снизить значительно долговую нагрузку не только в загалом там, к ВВП США, но также текущему бюджету года на обслуживание долга. Да, это хорошая игра, инструмент, но вопрос, как ты без хаоса, без кризиса можешь там дешево что-то купить? Кстати, хороший пример для там, просто аудитории. Цены на недвижимость, когда минимальны? Когда есть высокая степень непредсказуемости, когда есть понимание там, кризиса, да, надо куда-то выйти там, в кэш, потому что оно может обвалиться еще сильнее. И запуск искусственного кризиса может привести к сворачиванию всех рынков,
Ты же видишь, что происходит там на рынке безопасности. Америка показывает, мы больше не гарант безопасности. Они увеличивают еще сильнее ту самую нервозность, которая будет вынуждать продавать американские банды. То есть предложение со спросом будет меняться, цена будет снижаться, и это хорошая возможность для выкупа по более низкой цене. Но это не завершение плана технофашистов. Это всего лишь промежуточный этап, потому что это не ломает старую систему, это снижает долговую нагрузку, но всего лишь не полная замена институций. Необходимо заменить людей алгоритмами, заменить ФРС, условно там, Фейсбуком, Гуглом, их каким-то блокчейном, который выпускает цифровую валюту. Важный момент. На самом деле ФРС готовит к выпуску и цифровой доллар. Чем принципиальное отличие цифрового доллара от безналичного доллара? Цифровой доллар — это программа, которая все содержит информацию о каждой транзакции. Более того, если вы владелец там 1000 цифровых долларов на вашем криптокошельке, который вы там держите в кармане или, не знаю, где-то на облаке, или на компьютере, или в сервере, я, будучи эмитентом, я могу просмотреть в режиме реального времени, где, у кого, сколько цифровых денег находится. Более того, цифровые деньги могут иметь ограниченные функции. Например, выпускаются деньги с сроком жизни 2 года. Вот, предположим, Юр, ты получаешь, не знаю, там, вознаграждение от Фейсбука, ну, там, монетизация, коины, не знаю, там, Libra или какой-то другой, сроком жизни 2 года. Какая твоя реакция? Ну, использовать их моментально. То есть, что происходит? При ограниченном количестве денег у тебя вырастает обращение. Помнишь старый анекдот про обращение денег? Дикий Запад, ковбой подъезжает к гостинице и говорит: слушайте, хочу там переночевать, можно посмотреть номер? Говорит: можете, оставьте доллар и идите смотрите. Он оставляет доллар, поднимает смотреть номер. Смотритель отеля берет этот доллар, бежит в таверну, говорит: я вам был должен доллар, возвращает, короче, тому. Тот бежит дальше, рассчитывается с проституткой. Да. Проститутка приносит ему, за номер рассчитывается, спускается ковбой, говорит: знаете, номер не подошел, забирает доллар и уходит. Вроде бы услуга не состоялась, но оборот денег позволил создать ВВП по этому кругу. Ну, очень грубо. Таким образом, цифровой доллар при меньшем количестве денег дает больше оборот, соответственно, дает даже больше, там, по сути, там, экономическую активность и больше ВВП. Это тоже может быть часть целью, которую ставят себе там, новые там, американские техноолигархи. Я не знаю, мы пока на уровне гипотез обсуждаем. Игорь Кустов пишет вот интересные посты вот в развитии нашей беседы. Трамп разделил государство и деньги, когда создал стратегический биткоин-резерв. Это событие по важности не уступает разделению государства и церкви. Да, мы на него обращали внимание. Ну, собственно говоря, уже поэтому начали и упоминали здесь тоже. Сейчас США хочет привлечь капитал со всего мира через либерализацию биткоина. Также усиление USDT и криптодоллара, что в свою очередь повышает спрос на облигации США. Трамп знает, что биткоин — это путь выхода из долгового кризиса США. Да, ну, собственно говоря, вот об этом мы только что говорили. Что если ты начинаешь как бы делать биток своим базовым инструментом... Да, и ты выступаешь гарантом по расчетам, во-первых, падает волатильность, и во-вторых, ну, растет доверие к этому инструменту. Да, и активы, которые у тебя были в битке, они резко возрастают в стоимости, а те долги, которые у тебя были, условно говоря, в старых формах, как бы зафиксированы, но они просто как бы на этом фоне обесцениваются, и ты их легко перекрываешь. Да. Я говорил в 2008 году, что вот выходом как бы может быть как бы переход к гиперинфляции. Тогда еще бы не было понятно по поводу крипты и битка, там ничего, мы еще не знали об этом там, да. Вот. Я тогда говорил, что форма через обесценивание валюты происходит сбрасывание долгов, а потом формируется новая валюта, которая, ну, там Амера ее называли, там, или еще как-то, как угодно называйте. Вот в данном случае биток выступает в качестве такой валюты. И так вот, если отстроить Евразию от этих всех процессов, скажем так, с ее конфликтами со всеми остальными, то вот на выходе из этого рискованного маневра, а это очень рискованный маневр, потому что в нем принимает участие сотни миллионов человек, там, как бы там, да, вот, и, соответственно, всегда есть риск дурака, есть риск того, что что-то пойдет не так, потому что... Это слишком сложная система, которую сложно просчитать, но учитывая, что конструкторы этой системы плотно работают с Big Data, с искусственным интеллектом, владеют суперкомпьютерами. Смотри, вот те корпорации, которые мы с тобой сегодня перечислили, я делал пост, наверное, 2 года назад про роль корпорации, по власть корпорации. На самом деле, они уже сегодня являются квазигосударственными по количеству людей, по своему финансовому резерву. У них остатки на счетах больше, чем остатки на счетах ФРС.
Если даже взять частные сервисы, которые есть, например, численность всех частных армий мира превышает уже там, больше 1 миллиона человек. То есть, в принципе, частные корпорации могут покупать целые территории государства и быть самостоятельными субъектами международной политики. Только зачем покупать какой-то себе остров и делать кусочек, когда можно просто приватизировать США? Учитывая, как велась в Америке кампания, я делал анализ, я его не публиковал. Немалая часть доноров политических кампаний одновременно финансировала и демократов, и республиканцев. Причем там бюджет не украинский, а гораздо меньше, и, соответственно, возможность получить власть намного дешевле, чем в Украине. И тут спрашивают, спрашивает Кустов, я не понимаю, при чем здесь фашизм. Прямое отношение к этому имеет фашизм, потому что у фашизма есть масса характеристик, включающих корпоративизм, сильное влияние корпораций, классовость, потому что общество делится на классы, и есть как бы высшие классы, низшие классы. То, что предлагают как раз техноолигархи. Да, то, что я раньше как бы там упоминал. Вот. Потом жесткая стратификация общества, потом подавление свобод, сужение свобод в самых разнообразных формах, там социальная иерархия, тотальный контроль над обществом. Это все характеристики фашизма. Поэтому... По поводу тотального контроля достаточно вспомнить китайский проект «Цифровая диктатура». Ведь что такое Facebook? Вот, Юр, ты на самом деле уже жертва. Сколько раз тебя ограничили, сносили твои посты, ограничили монетизацию. Ну, то есть ты уже являешься... Аккаунт убили. Основной аккаунт 77 тысяч, который там уровень проникновения был до 20 миллионов охвата. Мы видим прямую жертву фашизма. С одного поста. Вот здесь. Да. Я жертва фашизма. И это только маленький пример. Да. А таких примеров может быть... С YouTube то же самое было, когда монетизацию убили на 4 Владельцы YouTube те же самые представители PayPal мафии. Все, заканчиваем. Дорогие друзья, мы заканчиваем. Не подумал. Не, на самом деле подумал. Значит, да, потихонечку закругляться. Да, мы продолжим. Мы подняли тему, которую будем дальше развивать. Но мир таким, как был вчера, он уже не будет таким. Модель. У тебя на самом деле заголовок «Новый мировой порядок Трампа». Вот кратко, если резюмировать. Это не новый мировой порядок Трампа, это новый мировой порядок техноолигархов, потому что они подпадают под украинское определение олигархии, владение деньгами, занятие государственных позиций, владение медиа, там я четко там про Маска говорю, уже делает Америку другой. Ограничение прав и свобод, невозможность в Фейсбуке там где-то сказать, тебя блокируют, убирают, это совершенно другой мир. Зонтик защиты, который раньше был над Европой и над партнерами США, он потихонечку испаряется. По крайней мере, политика Америки говорит о том, что все будет иначе. И даже доверять американскому оружию люди не очень хотят. То есть хаос будет разрастаться, а конструкция нового порядка, она только-только начинает формироваться. Смотри, я предлагаю сегодня покуражиться Масичуку. В 19:00 будет эфир. Он на этом канале. У меня тоже здесь вы будете его смотреть. Вот. И я думаю, что там у нас больше будет времени, потому что у тебя сейчас 17:30 встреча, да. Там, я помню. И мы просто как бы там дальше развернем и покажем, что это, ну, вот это все мелкая украинская возня по поводу уже там выборы уже начинают. Какое это имеет значение? Когда можно условно одним твитом в Иксе сдать интересы там целого континента, региона, объявить войну. Да или... Наши интересы, но нам говорят вчера, что типа мы возьмем в управление ваши атомные электростанции. Какого хера, как бы, на каких условиях? Я начинаю смотреть, что там, ну, может там уже кто-то говорил, инвестиции вложат. Так они не берут во владение. Я сейчас могу дословно там сказать, как там прозвучала как прозвучала формулировка, что мы возьмем поуправлять. Так это как наши, это как там Коломойский, там условно. Взял, поуправлял. Укрнафта поуправлял, там до сих пор пожинаем. Да, вот сейчас я найду. Значит, министр энергетики Крис Райт в эфире телеканала Fox News, на хвиле эта новость была, мы ее сделали, обработали, там это все нашли. Значит, в ответ на вопрос о вероятном участии США в управлении украинской атомной системой, энергетикой для завершения войны, Райт сказал, что нет проблем, мы можем это сделать. Он также выразил мнение, что США достаточно технологического опыта для управления украинской АЭС, военные для этого не нужны, а передача станции Вашингтону будет способствовать миру в Украине прекратить боевые действия. Министр энергетики также уточнил, что
В настоящее время администрация США Дональда Трампа пока не обсуждает вопрос о вероятности передачи украинских АЭС в собственность США. Я не думаю, что это нуждается в присутствии на местах, но я ставлю внешнюю политику президенту Трампу и госсекретарю Марку Рубио. Я знаю, что они делают, что они работают, не покладая рук. Ну, это такая, предоставьте, вы нам дадите гарантии безопасности? Нет, мы возьмем в управление ваши атомные электростанции. Меня напоминает эту историю, давай в завершение скажу. Я помог однокласснику, у которого были серьезные проблемы, бандиты там отжали часть его там имущества. И когда я обратился, то есть надо было решить проблему, я, во-первых, не знал, что за бандиты, как всегда нужно изучить, там, с кем ты воюешь. Пошел к другим бандитам. Те говорят, да, мы знаем, мы все это порешаем. Но в процессе обсуждения понял, что они порешают так, что он останется без ничего. Вот в данном случае меня разборка США и России напоминает разборку бандитов. Вот есть какой-то лох, да. Эти захватили территорию, говорят, так, подожди, давай, это наша корова, мы ее доим, поэтому речь идет не про свободу Украины, не про процветание Украины, речь идет про раздел ресурсов, ресурсное соглашение четко имеет к этому отношение. Давай так. Из него Украина может получить какие-то выгоды. Мы 34 года ни хрена не делали, а тут хотя бы есть какая-то перспектива. Но риторика по отношению к Украине, она бессубъектная. И вопрос, мы с тобой миллион раз обсуждали, это вопрос к нам. Мы сами не сформировали знака субъектности для того, чтобы к нам с уважением подходили. Поэтому это наша домашняя работа и наш рок, который мы сами на себя взвалили. Да, значит, тут говорят, что столько конспирологии, что пора приглашать ковер. Мы ковер повесим здесь сзади. У нас будет проект ковер, я думаю, чтобы для того, чтобы... Так у нас с тобой не было конспирологии, были гипотезы. Не, я прикалываюсь уже то здесь. В общем, Евгения Юрьева может... то, что ты масон 32 градуса, ты же говоришь публично. Конечно, понятно. Значит, приглашайте Евгения Юрьева, у него все расписано, как у всех конспирологов. Все, на этом заканчиваем. Встречаемся в Масичук. В 19:00 у Масичук. У меня на канале тоже в Масичуке. Здесь у меня на канале. Включайтесь. Я думаю, что будет интересно. Там будет я, Толик, Харибин и Габко. Да, по-моему. Да, Аня Габко вроде бы там заявлена. Да, Аня Габко. Короче говоря, будем куражиться. Расскажем вам правду матку. Все, пока.